Супервулканы, как никто другой, оставили свой след в истории нашей планеты. Эти гигантские вулканы, способные вызвать катастрофические последствия, формировались на протяжении миллионов лет, и их история полна удивительных событий и загадок. Первые свидетельства их активности датируются временем, когда Земля была еще молодой, и вулканические процессы только начинали формировать ее ландшафт. Одним из самых известных супервулканов является Йеллоустоун, который расположился на территории современных Соединенных Штатов. Первое извержение Йеллоустоуна произошло примерно 2 миллиона лет назад, и его следы до сих пор видны в виде обширных геотермальных источников и уникального ландшафта. Это извержение было настолько мощным, что выбросило в атмосферу огромное количество пепла и газа, что могло повлиять на климат всей планеты. Второе крупное извержение случилось около 1 миллиона 300 тысяч лет назад, оставив за собой массивное Калдерное озеро, которое и по сей день привлекает ученых и туристов. Но не только Йеллоустоун оставил заметный след в истории. Супервулкан Тоба, расположенный на индонезийском острове Суматра, также сыграл важную роль в земной эволюции. Около 78 тысяч лет назад Тоба произвел одно из самых мощных извержений в истории Земли. Это событие привело к резкому падению температуры на планете, вызвав так называемую вулканическую зиму. В итоге это извержение могло значительно сократить численность человеческой популяции, и даже некоторые ученые считают, что оно могло спровоцировать глобальное вымирание. Важным аспектом в изучении супервулканов является то, что их циклы активности могут продолжаться десятки тысяч лет. Ученые, исследуя прошлые извержения, могут предсказать будущие угрозы. Сложные модели и анализ геологических данных помогают установить временные рамки активности супервулканов, а также их потенциальное воздействие на климат и экологические системы. Однако, несмотря на глубокие знания, которые мы накопили за годы наблюдений, остается множество неизведанных вопросов. Все еще невозможно точно предсказать, когда и как произойдет следующее извержение. Изучение супервулканов не ограничивается лишь историей их извержений. Эти гиганты являются собой не только геологические, но и культурные знаковые точки для человечества. Например, древние народы, жившие рядом с тобой, могли испытывать влияние его активности. При этом их мифология и легенды могли формироваться на основе вулканической активности и связанных с ней катастроф. Ученые до сих пор исследуют, как такие события могли повлиять на развитие цивилизаций. Также важно заметить, что супервулканы не только создают разрушения, но и способствуют формированию уникальных экосистем. Вокруг таких мест часто образуются богатые биоценозы, которые могут существовать только благодаря теплу и минералам, выбрасываемым вулканами. Разнообразие флоры и фауны, которое можно наблюдать в зонах супервулканов, привлекает внимание не только экологов, но и туристов. Таким образом, супервулканы представляют собой не только опасность, но и ключ к пониманию истории нашей планеты. Они могут изменить мир в считанные минуты, однако их изучение может помочь нам подготовиться к возможным катастрофам. Переходя к следующему разделу, стоит обратить внимание на то, как эти древние гиганты могут повлиять на наше будущее и каким образом человечество может научиться жить в условиях потенциальной угрозы от них. Супервулканы могут изменить мир не только в момент своего извержения, но и в долгосрочной перспективе. Их мощь и влияние на климат, экосистемы и даже на человечество в целом сложно переоценить. Когда супервулкан выбрасывает в атмосферу огромное количество пепла и газов, это создает настоящее климатическое бедствие. Например, обширные облака вулканического пепла могут блокировать солнечный свет, вызывая резкое понижение температуры, что приводит к так называемой вулканической зиме. Это явление уже происходило в прошлом, и последствия были катастрофическими для экосистемы сельского хозяйства. Одним из ярких примеров является извержение супервулкана Тоба, о котором уже упоминалось. Оно привело к резкому падению температуры и сокращению растительности, что в свою очередь вызвало массовый голод среди животных, в том числе и человека. Многие исследователи предполагают, что это событие могло стать причиной сокращения численности человеческой популяции до критического уровня, что в дальнейшем повлияло на эволюцию нашего вида. Представьте, как такой сценарий может повториться в наши дни, если произойдет извержение одного из известных супервулканов. Климатические изменения, вызванные супервулканами, могут затронуть не только ближайшие регионы, но и весь земной шар. Исследования показывают, что даже небольшие извержения могут вызвать глобальные изменения в осадках и температуре, что в свою очередь влияет на сельское хозяйство, экосистемы и здоровье людей. Например, многие страны могут столкнуться с недостатком пищи из-за неурожая, вызванного изменением климата. Это может привести к социальным волнениям, миграции людей и глобальным конфликтам. Супервулканы также могут повлиять на здоровье населения. При извержении в атмосферу выбрасываются не только пепел и газ, но и токсичные вещества, такие как диоксид серы. Эти вещества могут привести к загрязнению воздуха и негативным последствиям для дыхательной системы. В условиях современного мира, где население сосредоточено в больших городах, даже умеренное извержение супервулкана может вызвать массовые проблемы со здоровьем.
Не стоит забывать и о том, что супервулканы играют важную роль в формировании уникальных экосистем. Вокруг таких мест образуются богатые биотопы, которые привлекают огромное разнообразие флоры и фауны. Однако в случае масштабного извержения такие экосистемы могут быть уничтожены за считанные минуты. Это исчезновение не только уменьшает разнообразие на планете, но и может повлиять на продовольственную безопасность и устойчивость экосистем. Сложность наблюдений за супервулканами заключается в том, что они могут оставаться тихими на протяжении тысячелетий. Ученые изучают их активность, используя современные технологии, такие как геофизические и геохимические методы. Однако, несмотря на достижения науки, предсказать точное время и силу извержения все еще крайне сложно. Это оставляет человечество в состоянии уязвимости перед потенциальной угрозой. Невозможно не упомянуть и культурное значение супервулканов. В течение тысячелетий они вдохновляли мифы и легенды. Многие народы, живущие рядом с известными супервулканами, воспринимают их как божественные сущности или знамения. Эти исторические и культурные аспекты подчеркивают, насколько глубоко супервулканы проникают в жизнь человечества, даже когда они не проявляют своей разрушительной силы. В итоге супервулканы представляют собой мощные силы природы, способные изменить облик планеты и жизнь на ней в самые кратчайшие сроки. Их изучение поможет человечеству не только понять, как эти гиганты влияют на климат и экосистемы, но и выявить способы подготовки к возможным катастрофам. И в этом контексте важно обратить внимание на реакцию современных обществ на возможные угрозы, а также на то, как мы можем адаптироваться к условиям, которые могут возникнуть в результате активности супервулканов. Супервулканы представляют собой уникальные и иногда пугающие геологические образования, которые находятся на грани извержения. Научные исследования показывают, что несколько супервулканов в мире могут активироваться в ближайшие десятилетия, если не годы. Взгляд на эти вулканы позволяет понять, насколько мощной может быть их сила и как это повлияет на жизнь на планете. Наиболее известный и изученный супервулкан – Йеллоустоун. С момента последнего крупного извержения, произошедшего около 600 тысяч лет назад, ученые внимательно следят за его активностью. Современные технологии, такие как GPS и сейсмографы, позволяют им обнаруживать даже малейшие изменения в подземных структурах. Исследования показывают, что под Йеллоустоуном происходит интенсивная магматическая активность. Не так давно было зарегистрировано увеличение числа землетрясений, что вызывает беспокойство среди ученых. Эти сейсмические события могут быть признаком того, что супервулкан готовится к извержению. Не только Йеллоустоун вызывает опасения. В Индонезии супервулкан Тоба также считается одним из наиболее угрожающих. Его последний выход лавы произошел около 78 тысяч лет назад, и последствия этого извержения были катастрофическими для климата Земли. Вулканическая зима, которая последовала за ним, вызвала резкое похолодание и значительное сокращение растительности. Ученые активно проводят мониторинг активности Тобы, ведь даже небольшие изменения могут предвещать будущее извержение. Другой супервулкан, находящийся в центре внимания, это супервулкан в Сицилии, известный как Везувий. Это известное место не только благодаря своей истории, но и из-за огромного количества людей, проживающих в непосредственной близости от него. Везувий известен своим катастрофическим извержением в 79 году нашей эры, которое уничтожило Помпеи и Геркуланум. Сегодня его активность продолжает изучаться, так как новые данные указывают на то, что он может проснуться в любой момент. Исследования показывают, что под землей скапливается магма, и многие ученые считают, что это может привести к значительной угрозе для миллионов людей. Не обошли вниманием и супервулканы на территории Исландии. Вулканическая активность в этом регионе очень высока, и хотя некоторые извержения являются небольшими, ученые не исключают возможности того, что один из местных супервулканов может вызвать катастрофическое событие. Например, супервулкан Тингвадлаватн, расположенный в Исландии, вызывает особое внимание из-за его потенциальной способности к мощным извержениям. Визуальные наблюдения и анализ геологических данных показывают, что активность в этом районе возрастает, а это значит, что необходимо подготовиться к возможным последствиям. Несмотря на современные технологии и всевозможные научные разработки, предсказать точное время и силу извержения супервулканов остается сложной задачей. Обширные модели активных процессов все еще не могут гарантировать успех в прогнозировании. Это оставляет человечество в состоянии готовности, но не уверенности. Супервулканы могут быть молчаливыми на протяжении тысячелетий, но их пробуждение может произойти неожиданно. Не стоит забывать, что помимо прямой угрозы, супервулканы могут существенно повлиять на климатические условия на планете. Вулканическое извержение может выбросить в атмосферу огромное количество пепла и газов, что приводит к резким изменениям погоды и температурным скачкам. Например, после извержения Тобы температура на Земле снизилась на несколько градусов, что вызвало глобальные изменения в экосистемах.
Это повлияло на урожай, что в свою очередь сказалось на продовольственной безопасности. Заботиться о последствиях извержений супервулканов важно не только из-за их влияния на климат, но и из-за потенциального вреда для здоровья человека. Вулканический пепел содержит токсичные вещества, которые могут вызывать респираторные заболевания и ухудшать качество воздуха. Поэтому подготовка к возможности извержения супервулкана включает в себя не только мониторинг активности, но и создание систем предупреждения для населения. Подводя итоги, важно отметить, что супервулканы на грани извержения представляют собой серьезную угрозу для всего человечества. Их молчаливая активность оставляет нас в состоянии тревоги, а работа ученых по изучению этих гигантов продолжается. Каждый новый сейсмический сигнал и изменения в подземной активности могут стать последним предупреждением о катастрофе, которая способна изменить наш мир. Теперь, когда мы знаем, насколько серьезны эти угрозы, стоит обратить внимание на то, как человечество может подготовиться к потенциальным катастрофам и что нам нужно делать, чтобы минимизировать последствия таких масштабных событий. Извержение супервулкана Тоба, произошедшее около 78 тысяч лет назад, считается одним из самых разрушительных событий в истории Земли. Это извержение не только изменило ландшафт вокруг вулкана, но и оказало значительное влияние на климат всей планеты. Вулкан Тоба, расположенный на индонезийском острове Суматра, был способен выбросить в атмосферу огромное количество пепла, газа и вулканических частиц. Считается, что это извержение стало причиной одного из самых холодных периодов в истории Земли, известного как вулканическая зима. Сразу после извержения облака пепла окутали большую часть Земли, блокируя солнечный свет. Это привело к резкому понижению температуры, которое могло достигать до 10 градусов по Цельсию в некоторых регионах. Снижение температуры оказало катастрофическое влияние на растительность. В результате этого события многие экосистемы пострадали, а численность различных видов животных сократилась. Изменения в климате также затронули человеческие популяции. Некоторые исследователи утверждают, что численность наших предков снизилась до критического уровня, что могло повлиять на эволюцию Homo sapiens. Не менее интересным является тот факт, что извержение Тобы стало причиной экологического регресса, который продолжался многие тысячи лет. Растительность, которая ранее процветала в этом регионе, была уничтожена, а экосистемы сильно изменились. Это привело к миграции тех, кто выжил в более благоприятные места, где условия жизни были менее тяжелыми. В результате этого перемещения началась новая волна развития человечества, так как люди искали более подходящие условия для жизни. Климатические изменения, вызванные извержением Тобы, также поставили под угрозу сельское хозяйство. Земледелие, которое на тот момент только начинало развиваться, оказалось под угрозой. Неурожайные сезоны и голод, вызванные резким изменением климата, привели к тому, что люди начали пересматривать свои привычки и адаптироваться к новым условиям. Это также могло способствовать развитию различных технологий, которые помогли бы справиться с нехваткой пищи. События, связанные с извержением Тобы, оставили заметный отпечаток на культурной памяти человечества. Археологические находки показывают, что многие древние народы, которые жили вблизи этого вулкана, могли создать мифы и легенды, основанные на вулканической активности. Легенды о великих катастрофах, которые приводят к гибели народов, могут быть отголосками тех событий, что произошли в результате извержений. Разные культуры могли интерпретировать эти трагедии по-своему, что в свою очередь формировало их мировосприятие и отношение к природе. С научной точки зрения, извержение Тобы представляется как знаковое событие, которое помогло ученым понять, как вулканическая активность влияет на климат Земли. Оно стало предметом многочисленных исследований, и в наше время ученые продолжают изучать следы, оставшиеся после этого страшного события. Современные технологии позволяют анализировать образцы породы, помогая восстановить картину произошедшего. Исследования показывают, что следы пепла, попавшие в слои льда, могут дать дополнительные данные о масштабах извержения и его последствиях. Изучая Тобу, исследователи также рассматривают последствия, которые могут произойти в результате извержения других супервулканов в будущем. Сравнивая данные о прошлом с текущими моделями активности других супервулканов, ученые пытаются понять, каковы шансы на повторение подобных катастроф в наши дни. Эти исследования подчеркивают важность мониторинга активных вулканов и подготовки к возможным угрозам. В наше время, когда технологии позволяют предсказывать многие природные катастрофы, наблюдение за супермагматическими системами становится важным инструментом для предотвращения будущих бедствий. Извержение Тоба также привлекло внимание к вопросу о здоровье человека. Вулканическая деятельность не только может привести к изменениям в климате, но и создает опасность для здоровья. Пепел и газ, выбрасываемые в атмосферу, содержат множество токсичных веществ. При извержении Тобы в воздух попали такие вещества, как диоксид серы и другие легкие элементы, которые могут вызывать респираторные заболевания и аллергические реакции. Эти аспекты важны для понимания не только исторического контекста, но и для оценки потенциального ущерба от будущих извержений. На сегодняшний день Тоба остается активным объектом научных исследований.
Его потенциал для нового извержения подчеркивает необходимость дальнейшего мониторинга и изучения вулканических систем. Ученые продолжают работу над созданием систем раннего предупреждения и моделированием возможных сценариев будущих активностей. Это необходимо не только для защиты населения, но и для сохранения экосистем, которые могут пострадать в результате катастрофических событий. Таким образом, извержение Тоба стало важным этапом в истории Земли и человечества. Оно изменило не только климат, но и саму структуру человеческой популяции, подчеркивая важность вулканической активности и ее влияние на развитие цивилизации. Сейчас, когда мы смотрим в будущее, важно учитывать эти уроки, оставаясь бдительными и готовыми к возможным вызовам, которые могут возникнуть из недр Земли. Супервулканы, несмотря на свою скрытую природу, представляют собой величественные гиганты, которые находятся под вниманием ученых по всему миру. Их изучение стало актуальным вопросом, поскольку эти вулканы способны к мощным извержениям, которые могут иметь катастрофические последствия. В отличие от обычных вулканов, супервулканы могут накапливать огромные объемы магмы надолго, прежде чем произойдет их извержение. В результате их активность сложно предсказать, что делает их особенно опасными для человечества. В настоящее время существует несколько супервулканов, которые находятся под постоянным наблюдением. Наиболее известным из них остается Йеллоустоун, расположенный в США. С момента последнего крупного извержения, произошедшего приблизительно 600 тысяч лет назад, ученые ведут тщательный мониторинг его активности. Используя современные технологии наблюдения, такие как GPS и сейсмографы, они фиксируют изменения в подземных структурах. Например, в последние годы зафиксировано увеличение числа землетрясений в районе Йеллоустоуна. Ученые предполагают, что это может быть признаком подготовки супервулкана к извержению. В результате Йеллоустоун остается в центре внимания как один из наиболее угрожающих супервулканов. Однако Йеллоустоун не единственный супервулкан, вызывающий опасения. В Индонезии супервулкан Тоба также считается одной из наибольших угроз. Его последнее крупное извержение произошло около 78 тысяч лет назад и привело к глобальным климатическим изменениям. С тех пор ученые внимательно следят за активностью этого вулкана, так как даже небольшие изменения могут предвещать новую угрозу. Наблюдения показывают, что под тобой происходит накопление магмы, что указывает на возможность будущего извержения. Нельзя забывать и о Везувии, который, будучи одним из самых известных супервулканов в Италии, известен своим катастрофическим извержением в первом веке нашей эры. На сегодняшний день Везувий притягивает внимание ученых, поскольку его активность продолжает исследоваться. Новые данные показывают, что магма скапливается под землей, что может указывать на грядущую угрозу для миллионов людей, живущих в его окрестностях. Учитывая плотность населения вокруг Везувия, его потенциальное извержение может привести к огромным человеческим потерям и разрушениям. Также под наблюдением находится супервулкан Тингвадлаватн в Исландии. Исландия известна своей высокой вулканической активностью, и хотя многие извержения являются небольшими, ученые не исключают возможности того, что один из местных супервулканов может вызвать катастрофическое событие. Наблюдения за Тингвадлаватном показывают, что его активность возрастает, что требует внимания и подготовки к возможным последствиям. В дополнение к этим супервулканам есть и другие менее известные, но не менее угрожающие вулканы, находящиеся под наблюдением. Например, супервулкан в Новой Зеландии, известный как Таранаки, также вызывает беспокойство у ученых. Хотя его последнее извержение произошло несколько сотен лет назад, анализ показывает, что магматическая активность под ним все еще высока. Это в сочетании с высокой сейсмической активностью в регионе заставляет ученых быть начеку и продолжать мониторинг. Современные технологии значительно упростили процесс наблюдения за супервулканами. Использование спутниковых данных и геофизических измерений позволяет зафиксировать даже малейшие изменения в подземной активности. Это помогает предсказать возможные извержения, однако точные временные рамки все еще остаются неопределенными. Ученые работают над созданием более точных моделей, которые могут улучшить наши шансы на предсказание будущих угроз. Наблюдение за супервулканами также включает в себя изучение их воздействия на климатические условия. Извержения супервулканов могут выбрасывать в атмосферу огромные объемы пепла и газов, что приводит к резким изменениям погоды. Вулканическая деятельность может вызвать как краткосрочные, так и долгосрочные климатические изменения, что подчеркивает необходимость мониторинга этих гигантов. Например, наблюдения после извержений показывают, что даже небольшие выбросы могут вызвать глобальное охлаждение, что негативно сказывается на сельском хозяйстве и экосистемах. Супервулканы также могут представлять угрозу для здоровья человека. Вулканический пепел содержит токсичные вещества, которые могут вызвать респираторные проблемы и ухудшение качества воздуха.
По этой причине подготовка к потенциальным извержениям включает в себя создание систем раннего предупреждения и разработку планов эвакуации для населения, проживающего в непосредственной близости от супервулканов. Таким образом, наблюдение за супервулканами является важной частью научных исследований, направленных на понимание их активных процессов и потенциальных угроз. Ученые продолжают свою работу, чтобы научиться предсказывать будущие извержения и минимизировать последствия этих катастрофических событий. Важно помнить, что супервулканы могут оставаться в молчании на протяжении тысячелетий, но их пробуждение может произойти внезапно, что подчеркивает необходимость бдительности и подготовки. Подготовка к потенциальным угрозам, связанным с супервулканами, становится все более актуальной задачей для человечества. Учитывая, что супервулканы могут вызвать катастрофические последствия, важно разрабатывать стратегии, которые помогут минимизировать ущерб и защитить население. В современных условиях, когда многие из нас живут в крупных городах, находящихся поблизости от супервулканов, такие стратегии становятся жизненно важными. Одним из ключевых аспектов подготовки является мониторинг активности супервулканов. Научные исследования показывают, что многие супервулканы, такие как Йеллоустоун в США и Тоба в Индонезии, находятся под постоянным наблюдением. Современные технологии, включая GPS и сейсмографы, позволяют отслеживать изменения в подземной активности и проводить анализ данных. Например, увеличение числа землетрясений в районе Йеллоустоуна может указывать на накопление магмы и потенциальное извержение. Ученые тщательно анализируют такие данные, чтобы создать модели, предсказывающие возможные сценарии. К примеру, ведется мониторинг изменений температуры и давления в подземных водоемах, которые также могут служить индикаторами активности супервулканов. Эти меры позволяют заранее предупреждать население о возможных угрозах. Создание систем раннего предупреждения может значительно снизить риск гибели людей в случае извержения. Одной из таких систем является информация о вероятных эвакуациях, которая должна быть простая и доступная для всех жителей районов, находящихся под угрозой. Обучение населения также играет важную роль в подготовке к возможным извержениям. Программы, направленные на информирование людей о рисках, связанных с супервулканами, могут значительно повысить уровень готовности. Уроки о том, как действовать в экстренных ситуациях, должны включать советы по эвакуации, а также информацию о том, как защитить себя от токсичного вулканического пепла. Важно проводить регулярные учения и тренировки, чтобы люди знали, что делать в случае надобности. К тому же стоит уделить внимание экологическим и медицинским аспектам подготовки. Вулканические извержения могут привести к значительным загрязнениям воздуха, поэтому необходимо разработать планы по защите здоровья населения. Проведение исследований о возможных заболеваниях, вызванных вулканической активностью, поможет лучше понять, как можно предотвратить негативные последствия. Важно также создать запасы медицинских средств, таких как маски для дыхания, которые могут защитить людей от вдыхания токсичных частиц. На глобальном уровне подготовка к угрозам супервулканов включает в себя сотрудничество между различными странами и научными организациями. Обмен данными и опытом может помочь улучшить методы предсказания и мониторинга вулканической активности. Например, международные проекты по исследованию супервулканов позволяют объединить усилия ученых со всего мира. Это сотрудничество может вдохновить на создание более эффективных систем раннего предупреждения и повысить уровень осведомленности о рисках. Кроме того, необходимо проводить детальное геологическое исследование зон, где находятся супервулканы. Полученные данные могут помочь лучше понять, какие геологические процессы происходят под землей и как они могут повлиять на активность вулканов. Также важно развивать технологии, которые позволят более точно прогнозировать, когда и как может произойти извержение. Эти знания помогут подготовить эффективные меры по защите населения. Когда речь идет о супервулканах, не следует забывать и о социальном аспекте. Люди, живущие вблизи супервулканов, могут испытывать стресс и тревогу из-за угрозы извержения. Эффективные коммуникационные стратегии могут помочь снизить уровень паники и информировать население о происходящих изменениях. Прозрачность и доступность информации о состоянии супервулканов позволят людям лучше понимать риски и принимать обоснованные решения. Работа по подготовке к угрозам супервулканов должна быть постоянной и непрерывной. Как показали примеры из прошлого, такие как извержение Тобы, последствия могут быть глобальными. Учитывая, что научные исследования и технологии продолжают развиваться, важно быть готовыми к изменениям и использовать новейшие достижения в мониторинге и прогнозировании. Таким образом, подготовка к потенциальным катастрофам, связанным с супервулканами, требует комплексного подхода. Это включает в себя мониторинг активности, обучение населения, экологические исследования и международное сотрудничество. Каждый из этих аспектов играет ключевую роль в защите людей от угроз, исходящих от этих мощных природных образований. Важно, чтобы общество оставалось бдительным и готовым к вызовам, которые могут возникнуть из недр Земли, ведь знание – это сила, которая может спасти жизни.